Всем привет! Сегодня любой оттенок можно получить одним кликом мыши, поэтому сложно представить, что когда-то цвет был настоящим сокровищем. Он был редкостью, роскошью, стратегическим ресурсом и даже причиной войн. Ведь за каждым струящимся шелком платья в древности стояла целая эпопея. Путешествия караванов через пустыни, рискованные экспедиции в тропические леса и сотни часов кропотливого труда, чтобы извлечь всего несколько граммов пигмента. В этом выпуске вы узнаете, какой цвет стоил дороже золота, почему пурпур был привилегией императоров и как обычная Марена могла окрасить целые армии. А вы не забывайте подписываться на мой YouTube и Telegram каналы, чтобы распространять правильную информацию о текстиле. Красителями человек начал пользоваться еще около 50 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют находки цветных наскальных рисунков. Красками каменного века служили охра, древесный уголь, сажа, зола, цветная глина и красители дикорастущих растений. По-видимому, первобытный человек стал пользоваться природными красителями, подражая богатой раскраске птиц и животных. Согласно данным археологов, люди научились окрашивать ткани не менее 30 тысяч лет назад. Возникновение крашения ткани как ремесла искусства связано со стремлением к красоте, которое, вероятно, заложено в самой природе человека. Поэтому издревле люди стремились передать яркий цвет льняным, шерстяным и хлопковым тканям, которые изначально были тусклыми и блеклыми. Развитие технологии крашения тканей шло параллельно на разных континентах и в разных цивилизациях. Чаще всего добавление цвета в одежде использовалось для обозначения пола и статуса. Для окрашивания тканей в античности применяли материалы растительного происхождения – древесную кору, листья, цветы и корни. Растения с большим содержанием красящих веществ произрастают, как правило, в жарком климате. Этим объясняется, почему искусство крашения тканей развилось именно в странах Азии, Африки и Америки, а затем уже распространилось по странам с умеренным климатом. Одна из первых цивилизаций, использовавших красители для окраски тканей, это Древний Египет. Они применяли для окраски различные органические и минеральные красители, такие как индиго и хна. Изображения с древних фресок показывают, что цвет одежды был связан с социальным статусом. Светлые цвета носили рабы и бедняки, тогда как фараоны и знать носили одежду насыщенных и глубоких оттенков. В Лейпциге хранится древнеегипетский папирус Эберса, возраст которого более 4000 лет. Из него стало известно, что для мумификации тела египтяне использовали ткани, окрашенные шафраном в желтые и красные тона. В гробницах также были найдены следы окрашенных тканей из льна и шерсти, окрашенных индиго и мареной. В Китае крашение ткани имеет историю более 5000 лет. В гробницах, относящихся к династии Хань, это 220 год нашей эры, были обнаружены шелковые ткани, окрашенные индиго и вайдой. А для получения красивого желтого цвета они использовали чай, являющийся частью традиционной китайской культуры. Индийская культура, известная своим богатым текстильным наследием, также внесла значительный вклад в историю красителей. Очень распространено было использование хны, особенно в свадебных церемониях. Индийские мастера также разработали методы окрашивания ткани с использованием растительных и минеральных красителей, таких как куркума, индиго и красный краситель из корня резиды. В Южной Америке были обнаружены древние перуанские ткани, датируемые примерно 2500 годом до нашей эры, окрашенные кошенилью, анато и различными местными видами растений. Важным манускриптом эллинистического периода является так называемый стокгольмский папирус. Он содержит более сотни рецептов изготовления красителей и способов их нанесения на текстиль от эллинистических до римских времен. В средние века и в эпоху Возрождения использование натуральных красителей росло по мере расширения торговых путей и роста спроса на окрашенные ткани. Крашение стало специализированным ремеслом, и им стали управлять гильдии красильщиков, которые тщательно хранили свои тайны окрашивания тканей. В Индии, например, до сих пор сохранились касты красильщиков тканей. Использование натуральных красителей в этот период было тесно связано с развитием текстильных центров, таких как Фландрия, Италия и Англия, с их изысканными тканями. Большая часть красителей ввозилась в Европу из Египта, Индии и Китая, но постепенно насаждались и свои плантации разнообразных красильных растений. Причем в середине 15 века разработка новых красителей для ткани шла бок о бок с развитием книгопечатания и иллюстрирования. Какие же природные красители применяли в те годы для окрашивания ткани? Ну, про все рассказать невозможно, поэтому расскажу про самые значимые в истории. Все вы хорошо знаете джинсовую ткань или деним, окрашенный в глубокий синий цвет. Этот цвет называется индиго.
Люди научились получать натуральный индиго очень давно, а сейчас джинсу красят искусственным индиго. Впрочем, некоторые компании, например японские, до сих пор при окрашении деним используют натуральный индиго. Индиго – самый древний и ценный краситель, название которого происходит от латинского слова «индико», что значит «индийский». В Индии он известен уже более 4000 лет. Его получали из индигосферы красильной, листья которой содержат индиготин и индиробин. Это растение культивировалось во многих странах Африки и Центральной Америки. Листья растения загружали в большие чаны или ямы и заливали водой. Там они бродили, а при взбивании раствора лопатами окислялись кислородом воздуха и превращались в синий индоксил или индиго, который в виде хлопьев синего цвета оседал на дно. Полученный осадок отжимали, высушивали и разрезали на куски. Содержание индиго в кусках колебалось от 10 до 90% в зависимости от вида растения и места его произрастания. Индиго применялось для окрашивания хлопка, льна, шерсти и шелка. Лучшим считалось бенгальское индиго, содержащее до 85% индиго. Есть и другие растения, содержащие индиго, например, вайда. Одна из первых записей о его использовании была сделана римлянами в 55 году до нашей эры. Они описывали, как галлы, это современная Франция, использовали его для боевой раскраски лиц. Вайда растет во многих областях Европы, на Кавказе и в Азии. Этот краситель имел большое значение и использовался в иконописи, иллюстрировании книг и окрашивании ткани и пряжи. В России вайда называлась крутиком и синильником. Еще при Петре I ее вывозили за границу через Архангельск. Сбор листьев вайды производили 2 раза в год, весной и осенью. Листья измельчались с водой в однородную массу и оставляли бродить в высоких горшках в течение 15 дней, после чего формировали из него шары и высушивали. Эти шары темно-сине-зеленого цвета или желто-зеленого цвета при растирании с водой давали раствор, окрашивающий ткани в синий цвет. Лучшие сорта красителя готовили на юге Франции. Они были известны под названием пастель. В вайде содержится всего от 0,2 до 20% индиготина, то есть 100 кг вайды имели ту же красящую способность, что и 2 кг среднего качества индиго. Поэтому вайда не могла дать такой насыщенный синий цвет. В XVI веке арабы стали завозить в Европу индиго в огромном количестве. Французским законом этот краситель был отнесен к жизненно необходимым предметам импорта. Платили за него золотом. В Англии индиго быстро вытесняло менее красивую и прочную синюю вайду. Безрезультатно использовав все административные меры, направленные против ввоза индиго, английское правительство обратилось за помощью к церкви. Во избежание уничтожения вайды красильщики вынуждены были давать обет не применять индиго под угрозой смертной казни. Индиго было объявлено дьявольской краской. С самого в церкви провозглашалось, что каждый, кто носит ткани, окрашенные этим созданием дьявола, будет после смерти гореть в гиене огненной. Запрет на индиго существовал в Германии с 1577 года в течение 2 столетий, а во Франции с 1609 по 1733 годы. Тем не менее, любители глубокого и красивого синего все-таки соглашались принять помощь сатаны, не убоявшись небесной кары. Только в 1882 году немецкий химик Адольф Байер после многолетних упорных исследований установил строение индиго и получил его искусственным путем. Поначалу синтетический индиго был дорогим, но уже в первые годы 20 века стал почти в 3 раза дешевле натурального. Потерпевшие крах торговцы природным индиго пытались опять с помощью церкви обрушиться уже на синтетический индиго. Но, как мы все уже знаем, проклятиями прогресса не остановишь. Поговорим об элитном красном, а конкретно об одном из самых старых природных красителей 6,6-дибром-индиго. Он известен более 3500 лет, который получил название царского или тирийского пурпура. С добиблейских времен его добывали в Финикии, Древнем Египте и в Древнем Риме. Тирийский пурпур – это красновато-фиолетовый краситель, который добывали из средиземноморских моллюсков Мурекс бандарис. Но сама улитка не окрашена, сырье извлекали из ее красильных желез. Для этого красильщики измельчали тела улиток, размешивая с водой, и полученным раствором пропитывали ткань, которую развешивали на воздухе. При окислении кислородом воздуха свежий желтоватый сок улитки приобретал зеленый, затем синий и, наконец, пурпурный цвет. Кроме красного, в пурпуре содержится и синий цвет. И именно смесь этих двух красителей дает насыщенный пурпурный цвет. В зависимости от дальнейшей обработки и протрав ткань приобретала разные оттенки, от светло-пурпурного до темного индиго.
Пурпур использовали для крашения шелка, шерсти и льна, а окраска отличалась необыкновенной прочностью и не выцветала со временем. Еще Аристотелем в IV веке до нашей эры были описаны способы обработки этих моллюсков. Описание красителя, похожего на пурпур, также было найдено в стокгольмском папирусе. Он датируется III веком и является самым древним из найденных рецептов красителя. Археологи обнаружили кучу измельченных раковин мурекса в древних красильнях вдоль Восточного Средиземноморья на территории современных Туниса, Ливана, Палестины и Израиля, датируемой с середины второго тысячелетия до нашей эры. Но из 10 тысяч улиток, которых доставали со дна морского, можно было добыть только 1 грамм красителя, а для окраски килограмма шерсти требовалось 200 грамм. Поэтому позволить себе носить окрашенную пурпуром одежду могли только очень богатые люди. Это был самый дорогой краситель древности. Стоил он дороже золота и, конечно, дороже тканей, которые им красили. Только самые изысканные ткани считались достойными этого красителя. Когда Александр Македонский завоевал Персию в 331 году до нашей эры, он нашел в столичной сокровищнице пурпурные одежды, которые по нынешним меркам стоили бы целое состояние. У римлян пурпурные одежды носили только потомки правящего императора. Пурпурали или рожденные в пурпуре, воистину вип. Знаменитый оратор Цицерон, занимавший должность первого консула, носил дважды окрашенные пурпуром одежды в честь признания его выдающихся заслуг. А царица Египта Клеопатра, чтобы подчеркнуть свое богатство и великолепие, приказала выкрасить в пурпурный цвет паруса кораблей целого флота. Это было просто неслыханным расточительством в те времена. Со времен правления Александра Севера, 220-е и 30-е годы нашей эры, Римская империя вела строгую монополию на использование пурпура, которая сохранялась в Византийской империи вплоть до Средневековья. А в 273 году император Византии Феодосий вообще объявил запрет на использование пурпурных красок под страхом смерти всем, кроме королевской семьи. Структурная формула тирийского пурпура была установлена только в 1909 году и оказалась очень близка к индиго. Самым распространенным красным красителем древности был краб, который добывали из корня марены. Этот краситель был придуман в Индии, был очень распространен в Турции, а его следы обнаружили на льняных тканях гробницы Тутанхамона. Он был намного дешевле тирийского пурпура. Согласно легенде, в 330 году до нашей эры Александр Македонский столкнулся со значительно превосходящими силами персов. Военачальники Александра были смущены численным перевесом противника, но Александр заявил: волки не считают овец, когда встречаются с ними. Он приказал солдатам до рассвета нанести на одежду красные пятна отваром корней марены. Утром персидские разведчики донесли, что все греческое войско состоит из еле двигающихся раненых. Забыв осторожность, персы бросились на расправу с бессильным противником. Военная хитрость удалась, и, подпустив персидские войска вплотную, он быстрым контрударом добился полной победы. Краб – это сильный и очень стойкий краситель для хлопка, получаемый из корня марены в ходе сложного многоэтапного процесса, для которого были нужны сумах, дубовые галлы, телячья кровь, овечий навоз, масло, сода, квасцы и раствор олова. Марена широко культивировалась в Европе с давних времен. Специальным декретом Людовика XV под нее были отведены громадные поля на юге Франции. Ее использовали в том числе для окрашивания красных военных мундиров. Цыганка Кармен у Проспера Мериме насмешливо называет англичан раками, именно потому, что они щеголяли в красных, окрашенных мареной мундирах. Следует отметить, что красящее вещество марены ализарин сам по себе имеет желтый цвет и дает красную окраску только после протравы ткани солями алюминия, например, квасцами. И, наконец, некоторые красители добывали из насекомых. Красный кермес получали из дубового черница, а для получения алой кошенили специально разводили насекомых, паразитирующих на кактусах. Кермес – это краситель, известный еще до открытия Америки и добываемый из самок червеца, живущего на листьях кустарникового дуба в Европе и Северной Америке. Кермес заменил дорогой тирийский пурпур, но впоследствии сам был вытеснен мексиканской кошенилью. Кермес добывался из высушенных, неотложенных яиц червеца. Когда в XI веке текстиль, окрашенный кермесом, приобрел известность, краситель во всех западноевропейских языках назывался зерном, поскольку высушенные яйца напоминали мелкие зерна пшеницы. Шерсть часто красили в руне вайдой, а затем окрашивали полотно в кермесе,
получая широкую гамму цветов от черного и серого до коричневого, пурпурного и кроваво-красного. К началу 15 века алый цвет кермеса был самым почитаемым, самым королевским цветом для кардинальских мантий и роскошных шерстяных тканей в Англии, Франции, Испании и Италии. В Турции его специально использовали для окрашивания фесок. Кермес был вытеснен кошенилью, которая давала еще более яркие пурпурно-алые тона. Этот краситель из высушенных насекомых был открыт древними майя и ацтеками в Центральной и Южной Америке для создания ярких красных и розовых оттенков в своих тканях. Красящим пигментом в нем является карминовая кислота. Кошениль получали из самок насекомого, паразитирующего на кактусах опунций в Мексике. На плантациях опунций собирали самок кошенилей тли в период перед откладкой яиц, когда самка максимально была богата этой карминовой кислотой. Насекомых высушивали на солнце, после чего, как и кермес, они превращались в мелкие зернышки. Затем их размалывали в порошок, кошениль, разбавляли водой или щелочью и красили ткань. Император ацтеков Монтесума в 15 веке собирал со своих подданных дань в виде мешков с кошенилью. Но вскоре по специальному указанию испанского короля Карла V ацтеки уже сами платили кошенилью дань испанским конкистадорам, наложенную завоевателем Мексики Кортесом. Для ацтеков эта дань была, пожалуй, тяжелее дани золотом, ведь для получения 1 килограмма алого красителя приходилось высушить 150 тысяч самок кошенильной тли. В колониальный период кошениль стала вторым по ценности экспортным товаром Мексики после серебра, которым испанцы торговали вплоть до Индии. Кошениль при окраске шерсти и шелка дает пурпурные цвета, а при протравке оловом ярко-алые. За счет ярких цветов и низкого расхода красителя она заменила кермесовый краситель. Изготовление же кошениля в Европе началось только в 17 веке в Голландии. Различные оттенки красного получали с помощью некоторых лишайников, которые растут на морских побережьях Европы и Африки. Красящим веществом в них является арсеин. Лишайники обливали загнившей мочой и оставляли на воздухе для брожения. Затем высушивали и растирали в красильный порошок, которым окрашивали шелковый бархат и шерстяные ткани в пурпурные цвета. Десятки тонн арсеина использовали в средневековье как заменитель античного пурпура. В последнее время красители из лишайников снова стали важной частью красильных традиций Шотландии при получении традиционного хариствида. Про это у меня есть отдельная передача. Применяли много других красных красителей. Красный картамин получали из софлора, который растет в Египте, Ливане и в России. В крашении использовали его цветы и лепестки, которые перетирали между жерновами, промывали, прессовали и высушивали. Другой краситель красного цвета, от которого происходит целая группа красок, получали вывариванием древесины сандала. Из сока пальмовых деревьев Каламус драко делали ярко-красную краску драконова кровь. В тропической Азии красный краситель получали из сапанного дерева. В Малайзии и Лаосе краситель от красного до фиолетового цвета добывали из корня индийской шелковицы. Ну и так далее. А как же без желтого? Основным желтым красителем Древнего Востока, Греции и Рима был шафран. Тот самый шафран, который мы добавляем в тесто или в плов. В Риме шафраном даже красили улицы, по которым император возвращался с победой. В Европе шафран ценился весьма высоко. Из-за шафрана даже произошла небольшая война между Италией и Швейцарией, в которой главным военным трофеем была не земля, золото или прекрасная принцесса, а всего лишь 800 фунтов шафрана. Красящее вещество карацетин содержится в растениях Crocus sativus. Для окрашивания ткани в желтый цвет краситель экстрагировали водой из высушенных рылиц цветков шафрана. Для получения красной окраски высушенные цветы обрабатывали водным раствором поташа и к полученному раствору добавляли уксус. Его использовали в основном для окрашивания льняного полотна в красный и розовый цвет, а также для окрашивания шелка в желтый цвет. Шафран довольно хорошо окрашивал ткани, но был неустойчив к свету. Стоит отметить, что получение красителей из природных материалов – это адский тяжелый труд. Чтобы получить 1 килограмм желтого красителя, нужно было собрать не менее 150 тысяч цветков шафрана. А во Франции в 19 веке производили в год до 15 тонн красителей из шафрана. Только представьте себе эти поля. Применяли и другие природные красители желтого цвета, например, куркуму из высушенного корня растения, которое растет в Азии. Корни лучших сортов растений имеют в разрезе ярко-оранжевый цвет. Красящее вещество куркумы – куркумин. Не растворим в воде, но хорошо растворяется в спирте и в уксусной кислоте. Куркумой окрашивали в желтый цвет шерсть, шелк и хлопок без протравы.
Зеленый был очень редким цветом на протяжении веков, так как его очень трудно было получить из природных веществ, несмотря на то, что в природе его очень много. Посмотрите мой выпуск про зелень Шиеле, вы поймете, почему, как только этот цвет искусственно синтезировали, он стал хитом на десятилетия. Зеленые тона получали окрашиванием индиго ткани или пряжи в голубые или синие цвета, а затем докрашивали желтым красителем. Таким же образом, по окраске индиго получали лиловый и фиолетовые тона, окрашивая синие ткани в красный цвет. Одним из немногих зеленых красителей была китайская зелень лакаин, краситель, получаемый из коры растений семейства крушиновых. Его применяли для окрашивания в зеленый цвет шерсти без протравы, а хлопка и шелка с протравливанием в железном купоросе. Краситель приобретал зеленый цвет при окислении на воздухе. Для получения коричневых цветов использовали листья и галлы дуба, где много танинов. Катеху, кашу или японская земля – красители сушеного сока тропических мимоз и пальм. Кашу с добавлением берлинской лазури в больших количествах применяли для окрашения в красивый черный цвет хлопка и шелка. Кино для получения различных оттенков коричневого цвета – это краситель, привезенный в Европу в XVIII веке из Африки. Это сгущенный сок, выделявшийся из надрезов коры эвкалиптового дерева. Цвет хаки, который переводится с хинди как цвет земли, был введен в британскую униформу в колониальной Индии. Форму красили красителем, приготовленным из местной пальмы мазари. Получение прочного черного цвета в средние века было сложным процессом, включающим многократное окрашивание в вайда или индиго с последующим протравливанием. Но из Америки пришел более совершенный метод окрашивания в черный цвет, где использовалось кампешевое дерево. Несмотря на меняющуюся моду на цвет, к XIX веку кампешевое дерево стало самым используемым красителем для черной официальной и траурной одежды. Человечеству понадобилось время не только для того, чтобы освоить окрашивание ткани, но и для того, чтобы научиться отбеливать полотна. Для этого использовали молоко, сыворотку, различные растительные отвары и минеральные соли. Популярным было применение известняка или глины для создания щелочной среды, которая помогала удалить пятна и оживить цвет ткани. А в Шотландии в 17 веке для этого применяли водоросли. Хлор к тому времени еще не изобрели. Теперь, думаю, вы понимаете, почему крошение ткани было не только сложнейшим ремеслом, но и искусством. Сколько тысяч экспериментов мастерам пришлось провести, экспериментируя с тысячами природных материалов, меняя их пропорции и способы обработки, чтобы получить нужный и стойкий цвет на ткани. Задумайтесь над этим, когда в следующий раз будете смотреть исторические фильмы. Обратите внимание, в какой цвет окрашены одежды персонажей и почему. Красильщики древности, имея в своем распоряжении всего несколько десятков природных красителей, получали до 800 цветов и оттенков. Они же открыли секрет получения разнообразной цветовой гаммы на ткани с помощью солей различных металлов или протрав и всего одного красителя. Я уже несколько раз назвал слово протравы. Что это такое? Дело в том, что некоторые красители, такие как индиго или шайники, дают хороший цвет, когда напрямую окрашивают ткань. Для закрепления красителя на волокне им не нужны дополнительные вещества. Однако большинство растительных красителей требует использования протравы, от латинского mordere – кусать, химического вещества, которое используется для фиксации цвета. При взаимодействии протравы с красителем, находящимся на волокнах, образуются прочные связи, как с красителями, так и с волокном. Используя различные протравы, красильщики получали разнообразные цвета и оттенки из одного и того же красителя, поскольку многие протравы могут изменять конечный цвет ткани. В качестве протрав использовали соли различных металлов, главным образом алюминия, меди, хрома, железа и олова. Они хорошо поглощаются тканью из водных растворов при крошении и образуют на волокнах прочные цветные соединения разных оттенков, которые называются лаками. Многие протравы и красители обладают сильным запахом, поэтому вонь вокруг красилин стояла ужасная, которую вряд ли выдержал бы наш современник. Для крошения нужно было много пресной воды, склады для больших объемов растительного сырья, чанов, которые нужно было нагревать в течение нескольких дней или недель, а также топлива и проветриваемых помещений для сушки тканей. Поэтому крупные красильни располагались всегда на окраинах или за городом. Соли таких металлов, как хром, медь, олово, свинец и некоторых других, были чрезвычайно токсичны для человека и экологии, поэтому жили красильщики недолго, страдали множеством профессиональных заболеваний, ну а слово экология тогда еще не изобрели. Но соли металлов, как протраву, стали широко использовать только во время промышленной революции XVIII века.
а яркие цвета получали тысячи лет до нашей эры. Опытным путем красильщики нашли природные протравы, такие как соли винной кислоты, дубильные вещества дубовых галлов, а также обыкновенную мочу животных и человека, содержащую аммиак. Вы спросите, что? Мочу? Ну, представьте себе человека, который открыл эту особенность мочи обыкновенной. Красил он, красил ткань пурпуром улиток, видит, все никак не хочет краситель прочно держаться на ткани. Устал красильщик, думает, мочиться я хотел на эту ткань. И тут, эврика, краситель отлично закрепился на ткани. Ну вот интересно, знали ли аристократы древности, как рабы закрепляли краситель на их роскошных одеждах? Самыми распространенными протравами были обычные натуральные квасцы, которые содержат соли калия и алюминия. А самые большие рудники для их добычи и поставки в Европу на протяжении веков были на территории современной Турции, которая тогда была частью Османской империи. Без квасцов невозможно было получить яркие окрашенные ткани. Поэтому кто контролировал квасцы, тот контролировал производство сукна и огромные финансовые потоки. После падения Византии Османская империя установила полный контроль над месторождениями квасцов. Европа платила за них огромные деньги султану. Папство при этом получало десятину с продажи турецких квасцов в Европу и таким образом еще и финансировало своего врага, османского султана. И тут в 1461 году около Рима были открыты богатейшие залежи квасцов. Для папы Пия II это было подобно находке золотой жилы и даровано Богом, чтобы лишить турок доходов от квасцов. Папа тут же запретил под страхом отлучения от церкви покупать нечестивые турецкие квасцы, угрожая всем, кто ослушается, адским пламенем. Семья Медичи во Флоренции и другие семьи, чьи капиталы были вложены в торговлю с турками, проигнорировали запрет. Чтобы защитить свою монополию, папа Павел II в 1463 году начал войну против Неаполитанского королевства и флорентийцев, которые продолжали ввозить нечестивые турецкие квасцы. Это назвали квасцовой войной. Папская монополия устояла, а доходы от квасцов стали основным источником финансирования строительства знаменитого собора Святого Петра в Риме и роскоши папского двора. Затем открыли другие месторождения в Англии и Испании, и папская монополия рухнула. Только в 1856 году английскому студенту-химику Вильяму Генри Перкину удалось синтезировать первый химически синтезированный анилиновый краситель из каменного угля, давший миру сиренево-фиолетовый оттенок. Но это, как говорится, уже совсем другая история. В следующем выпуске я расскажу вам о том, какое место занимают натуральные природные красители для тканей в современной текстильной промышленности и насколько они эко. Поэтому, чтобы не пропустить новые выпуски, не забывайте подписываться, в том числе и на мой телеграм-канал, где тоже очень много интересного о текстиле. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет!